Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами 3 замечательными рецептами простых заливных пирогов. Вся прелесть этих рецептов, что готовятся они очень быстро и просто, и получаются вкусные и сытные. Делюсь 3 лучшими рецептами теста для этих пирогов и начинками с мясом, с капустой и с рыбой. Первый рецепт – это великолепный заливной пирог с сочной мясной начинкой. Приготовлю начинку. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Мелко режу чеснок. И также мелко режу лук. Отправляю обжариваться на сковородку до красивого золотистого цвета. На небольшие кусочки режу шампиньоны. Когда лук обжарился, отправляю на сковородку грибы. Также обжариваю до золотистого цвета. Добавляю соль и черный перец. Лук и грибы обжарились, перекладываю их в миску. Сковородку возвращаю обратно на плиту и буду обжаривать фарш. Добавляю немного растительного масла и выкладываю фарш. У меня говяжий, можно использовать любой. Готовлю на большом огне, чтобы фарш жарился, а не тушился. Добавляю соль, черный перец, кумин, сушеный чеснок и паприку. Можно использовать специи по своему вкусу. Готовый фарш отправляю в миску с грибами и луком. Перемешиваю. Добавляю мелко порезанную петрушку. Перемешиваю. Попробуйте начинку на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Приготовлю тесто для пирога, и для этого мне понадобится: в миску разбиваю яйца. Добавляю соль. Хорошо перемешиваю. Добавляю к яйцам кефир и сметану. Также вливаю растопленное сливочное масло. Все перемешиваю. Просеиваю муку, разрыхлитель для теста и сушеный чеснок. Хорошо все перемешиваю до однородности. Как видите, буквально 5 минут и тесто готово. Выпекать пирог я буду в разъемной форме диаметром 24 см. Дно застелила пергаментной бумагой. Слегка смажу растительным маслом и дно, и бока формы. Выкладываю в форму примерно половину теста. Распределяю ровным слоем. Теперь выкладываю начинку. Она у меня уже слегка теплая. И также распределяю ровным слоем. Как видите, начинки получается достаточно много. Пирог будет очень вкусный, такой мясной. И теперь сверху выкладываю оставшееся тесто. И также распределяю ровным слоем. Сверху пирог, по желанию, можно присыпать кунжутом. У меня здесь черный и светлый кунжут. И сейчас пирог я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 50-60 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Обязательно проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Пирог я сразу открою. Он у меня абсолютно не пристал по бокам. Выглядит он просто великолепно. Конечно, такой пирог лучше подавать к столу горячим. Какая красота получилась! Ароматный, вкусный, с нежным тестом и много-много начинки. Второй рецепт – это пышный бисквитный рулет с капустой. Готовится он очень просто и быстро. Получается невероятно вкусный. Для приготовления начинки мне понадобится
На крупной терке натру морковь. Капусту я уже заранее порезала довольно мелко. Добавляю к капусте морковь и небольшими кубиками порежу луковицу. Добавляю соль, черный перец. Также сразу я добавлю сахар. Сахар я добавляю, потому что в начинку у меня идет томатная паста. Сушеная петрушка, примерно 1 чайная ложка. Можно добавить свежую зелень. И 1 чайная ложка сушеного чеснока. Вы можете использовать любые специи, какие вам нравятся. Хорошо все перемешиваю и помну капусту, чтобы она стала мягкой. Мне надо, чтобы капуста сейчас буквально пустила сок. Тогда она будет готовиться очень быстро. Добавляю сюда томатную пасту и вливаю растительное масло. Все еще раз хорошо перемешиваю. Начинка готова. Выпекать рулет я буду на противне, размер 26 на 38 сантиметров. Застелила его пергаментной бумагой, слегка смажу растительным маслом. Выкладываю на противень капусту. Хорошо все разравниваю. И сейчас противень с начинкой я отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-18 минут. Капуста станет фактически уже готовой. Она будет мягкой и немного подрумянится сверху. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Украшать мой рулет сверху я буду кунжутом. Здесь у меня черный кунжут. Понадобится буквально там 1 чайная ложка. И красным болгарским перцем. Болгарский перец я нарежу при помощи овощерезки очень тонкими такими полосочками. Для приготовления бисквита мне понадобится тесто для бисквита начинаем готовить, когда до окончания приготовления начинки остается минут 10. Аккуратно разделяем белки и желтки яиц. В первую очередь хорошо взобью белки в крепкие пики. Добавляю в белки соль и взбиваю примерно в течение 4 минут, постепенно увеличивая скорость миксера. В желтки добавляю сахар и хорошо взбиваю в пышную светлую массу. Добавляю к взбитым желткам воду. Перемешиваю. Добавляю растительное масло. Вода и растительное масло сделают бисквитное тесто более эластичным, и рулет будет очень хорошо сворачиваться и не ломаться. Добавлю к желткам часть белков. Вмешиваю венчиком. И теперь в эту массу постепенно начинаю просеивать муку в 3 приема. Легко вмешиваю венчиком. Рецепт этого несладкого бисквитного теста идеально подходит для любых рулетов. Бисквит не ломается, очень хорошо сворачивается. Вмешиваем аккуратно, чтобы тесто сохранило пышность. Если сейчас тесто получается таким достаточно густым, добавлю немного белков и продолжаю вмешивать. Я сейчас стараюсь хорошо перемешать муку и потом уже вмешаю сюда оставшиеся белки, и тесто будет очень пышным. Добавляю все оставшиеся белки. В итоге получилось очень нежное, пышное бисквитное тесто. Посмотрите, как замечательно запеклась капустная начинка. Капуста стала очень мягкая, такая ароматная. И сверху, прямо на горячую капусту, я выливаю бисквитное тесто. Хорошо все разравниваю.
Действуем быстро, так как начинка, конечно, горячая внизу. И теперь сразу же украшаю сверху. Я немного отступаю от края и выкладываю болгарский перец. И сверху присыпаю кунжутом. Температуру духовки я снизила до 180 градусов. И сейчас всю эту красоту отправляю в духовку примерно на 10-12 минут. Бисквит очень тонкий, выпекается быстро. Самое главное, его не пересушить, чтобы легко все сворачивалось в рулет. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Подготовлю кусок пергамента, с помощью которого я буду сворачивать бисквит. Наливаю на него сверху немного растительного масла и смажу. Это нужно для того, чтобы когда сверху я выложу пергамент на бисквит, он не прилип к бумаге. Бисквит полностью готов. Можно его потрогать пальцем. Сверху тесто должно пружинить. Как видите, он совсем слегка подзолотился. Накрываю сверху пергаментной бумагой, промасленной стороной вниз. Сверху доска и переворачиваю. Снимаю пергаментную бумагу. Посмотрите, какая красивая начинка получилась. Обязательно проверяю, где находится рисунок. И теперь все сворачиваю в рулет. Помогаю себе пергаментной бумагой. Переношу сразу рулет на тарелку и перекатываю. Тесто здесь такое классное, нежное, оно совсем не ломается. Я сейчас срежу край рулета, хотя он и так смотрится просто потрясающе. Его можно есть как холодным, так и горячим. Он просто безумно вкусный. Третий рецепт – чудесный пирог с рыбной начинкой с пышным и воздушным тестом. Для приготовления начинки мне понадобится яйца порежу небольшими кубиками. С консервов сливаем жидкость и филе отправляем в миску. Немного разомну вилкой филе. Сыр фета можно порезать на кусочки. Я его просто вот так разломаю руками. Порежу маслины. Добавляю зеленый лук и зелень. Немного черного перца. Соль добавляйте по вкусу. Я не буду добавлять соль, так как у меня достаточно соленый сыр фета. Хорошо все перемешиваю. Начинка для пирога готова. Выпекать пирог я буду в прямоугольной форме, размер 18 на 28 сантиметров. Форму я выстелила пергаментной бумагой. Слегка смазала растительным маслом. Приготовим очень простое тесто. И для этого мне понадобится в миску разбиваю яйца. Добавляю соль и сахар, перемешиваю. Для приготовления этого теста абсолютно не нужен миксер. Все очень быстро и просто. Добавляю к яйцам кефир и майонез. Майонез – это фактически яйцо и растительное масло. Тесто становится более нежное и вкусное. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю, чтобы не было комочков. У меня получилось вот такое негустое тесто. Выливаю в форму примерно половину теста. Разравниваю. Равномерно по тесту распределяю начинку. И выливаю вторую часть теста.
Аккуратно разравниваю. По желанию сверху пирог можно украсить. Я это сделаю колечками маслин. И также присыплю немного кунжутом. И пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 30-35 минут. Конечно, время выпечки зависит от особенностей вашей духовки, а также от формы, в которой вы его выпекаете. Форму я устанавливаю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Обязательно пишите в комментариях, какой пирог вам понравился больше. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравились видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.